Барев, народ! Добро пожаловать на канал проекта «Сердце Армении». Место, где мы в интересном и удобном формате изучаем историю нашей прекрасной страны с самого ее основания. И сегодня мы поговорим о человеке, который совершил такой большой подвиг, что значение этого подвига просто невозможно переоценить. Просто представьте, одна личность изменила ход истории целого народа, потому что она создала инструмент, который до сих пор служит основой армянской культуры и самобытности. Конечно же, речь пойдет о Месропе Маштоце, создателе армянского алфавита. Но прежде чем мы начнем, позвольте задать вам один вопрос. Что вы знаете о том, как рождается алфавит? Ведь это не просто набор символов и букв, а это результат глубокого научного исследования, политической необходимости и личного подвига одного человека. Ведь в V веке до нашей эры армянский народ стоял на грани исчезновения как культурная единица. И, кстати, об этом мы более подробно говорим в нашем эпизоде про персидскую Армению. И именно тогда Месроп Маштоц стал тем, кто предотвратил эту катастрофу. Чтобы понять масштаб деятельности Месропа Маштоца, необходимо представить ситуацию, в которой оказалась Армения в конце IV и начале V века. После раздела 387 года Великая Армения была поделена между Византийской и Сасанидской империями. Большая часть нашей страны перешла к сасанидам. И после этого персидские власти закрыли греческие школы, которые до этого момента служили основой образования в Армении. Армянская аристократия постепенно утрачивала связь с родным языком и культурой. Вследствие этих событий возникла реальная угроза ассимиляции армянского народа. Христианство нуждалось в переводах священных текстов на армянский язык, но для этого требовалась письменность, которой у армян в то время не существовало в полноценном виде. И именно в этих условиях началась деятельность Месропа Маштоца. Месроп Маштоц родился между 361 и 362 годами в селе Хацик в провинции Тарон, в районе озера Ван. Его отца звали Вартан. Семья принадлежала к категории карч-азатов, то есть полусвободных людей, которые были достаточно обеспечены, чтобы дать сыну хорошее образование. В начале 370-х годов Маштоц получил образование в одной из греческих школ Тарона. Он изучил также сирийский и персидский языки, причем персидским и сирийским владел блестяще, в то время как греческим лишь на базовом уровне. После завершения своего образования Маштоц поступил на службу при дворе армянского царя Хосрова IV. Он там работал писцом в царской канцелярии и проходил военную службу. И вот как раз придворная служба дала Месропу возможность изнутри наблюдать политическую ситуацию в стране и понимать масштабы культурного кризиса. В 393 году Маштоц окончательно принял христианство. И это решение было не только личным, но и политическим, потому что он понимал, что именно христианство может стать объединяющим фактором для армянского народа. В 396 году Маштоц покинул царский двор, принял монашество и стал проповедником. И в своем служении Маштоц столкнулся с главной проблемой – как проповедовать Евангелие людям, которые не умеют читать на том языке, на котором написаны священные тексты. Ведь Библия существовала только на греческом и сирийском языках, и Маштоц был вынужден устно переводить ее содержание. То есть можно сделать вывод, что понимание необходимости создания армянской письменности пришло к Маштоцу из практической потребности проповеднической деятельности. За поддержкой своей идеи Маштоц обратился к католикосу Сааку Партеву, одному из самых образованных людей своего времени. Саак происходил из знатного рода, получил прекрасное образование в Константинополе и уже долгое время вынашивал планы перевода Библии на армянский язык. Вместе
Сагак и Маштоц обратились к царю Врамшапуху с предложением о создании армянской письменности. И этот проект получил государственную поддержку. Был созван специальный Вагаршапатский церковный собор, на котором было принято решение о начале работ по созданию армянского алфавита. Где-то в 404 году в Армению были доставлены Данииловы письмена. Это алфавит, который был создан сирийским епископом специально для армянского языка. Царь объявил армянский язык государственным, а Маштоц получил степень вартхапета и 2 года преподавал, используя этот Данииловый алфавит. Но здесь возникла иная проблема, потому что Данииловы письмена не могли адекватно передать фонетические особенности армянского языка. Понимая, что создание современного алфавита требует серьезной научной работы, Маштоц принял решение о проведении исследовательской экспедиции. По приказу царя и благословения Католикоса он с группой учеников отправился в Северную Месопотамию, в города Амид, Эдессу и Самосату. Главной целью этой экспедиции была Эдесса. Это один из важнейших культурных центров того времени, и славился он своим книгохранилищем. Здесь Маштоц приступил к систематическому изучению различных систем письменности. Особенно он изучал алфавиты греческого, сирийского, персидского и эфиопского языков. Маштоц анализировал, как различные звуки передаются на письме, как соотносятся устная и письменная формы языка, какие принципы лежат в основе создания письменных знаков. Маштоц разделил учеников на 2 группы. Одних он оставил в Эдессе для изучения сирийской письменности, а других отправил в Самосату для изучения греческой системы. Это была настоящая научная миссия. Возможно, даже первая в истории лингвистическая экспедиция, целью которой было создание нового алфавита на основе научного анализа. Около 405 года в Эдессе, после долгих месяцев исследований, Маштоц создал 36-буквенный армянский алфавит. Это было принципиально новое творение, которое учитывало все фонетические особенности армянского языка. Новый армянский алфавит строился на следующих основных принципах. Во-первых, каждой букве соответствует 1 звук, а каждому звуку 1 буква. Во-вторых, горизонтальное письмо слева направо. В-третьих, отсутствие диакритических знаков. После создания армянского алфавита Маштоц отправился в Самосату, где вместе с греческим писцом Ропаносом окончательно определил начертание армянских букв. И здесь же началась первая переводческая работа. Первым текстом, переведенным новыми армянскими буквами, стали притчи Соломоновы. И первое предложение было достаточно символическим. Оно гласило: «Познать мудрость и наставление, понять изречение разума». Другими словами, новый алфавит должен был стать инструментом познания и просвещения. Друзья, то, о чем мы сегодня говорим, это основа нашей культурной идентичности. Месроп Маштоц показал, что один человек может изменить ход истории целого народа. Созданный им алфавит стал инструментом сохранения армянской нации в самые трудные и темные времена. И сегодня наша культура и язык снова нуждаются в защите и развитии. Этот канал существует именно для этого, чтобы изучать, сохранять и передавать армянскую историю новым поколениям. Но качественный контент требует серьезных ресурсов и вложений. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о финансовой поддержке. Если вы считаете важным сохранение армянского культурного наследия, поддержите наш канал материально. Вы можете оформить спонсорство канала, это обеспечит стабильное финансирование новых выпусков, или сделать пожертвование по ссылке в описании или по QR-коду. Любая сумма важна для развития проекта. Также делитесь этим видео с друзьями. Это поможет привлечь новых зрителей, чтобы как можно больше армян узнало свою историю. Каждый ваш рубль
идет на создание качественного контента об армянской истории. Без вашей поддержки этот канал не сможет развиваться. И вместе мы продолжаем дело Маштоца. Мы сохраняем армянскую культуру для будущих поколений. Также мы создали телеграм-канал для нашего проекта, чтобы там освещать моменты, которые не освещаются здесь. Обязательно подписывайтесь, потому что в Телеграме у нас с вами будет более тесное общение, и мы будем выходить на созвоны с историками и даже устраивать офлайн встречи для тех, кто проживает в Москве. И для первых подписчиков у нас есть уникальный подарок – интересная статья про топ-10 легенд Еревана. Чтобы получить этот подарок, просто напишите телеграм-боту, который указан в описании к видео, и изучайте эти прекрасные истории о Ереване. По возвращении в Армению Маштоц приступил к внедрению созданного алфавита. Он начал в области Марк, где обучал местное население новой грамоте. При содействии католикоса Сагака Маштоц основал Вагаршапатскую семинарию. Это первая высшая школа христианской Армении. В семинарии преподавались грамматика, логика и риторика. Здесь готовились переводчики, проповедники и будущие учителя. Первая армяноязычная школа была основана в монастыре Амарас. Маштоц разработал оригинальную методику преподавания армянского языка. За короткое время по всей Восточной Армении была создана сеть школ, где преподавание велось на армянском языке. Это была своего рода образовательная революция. Завершив работу в Восточной Армении, Маштоц распространил деятельность на западные армянские земли под властью Византии. В Константинополе он был принят императором Феодосием II и получил официальную поддержку. Между 420 и 422 годами Маштоц открыл первые армянские школы в Западной Армении. Но и это еще не все, потому что параллельно Маштоц участвовал в создании алфавитов для соседних народов. В Иберии, то есть в Грузии, Маштоц работал при поддержке царя Бакура, скорее всего, участвуя в создании древнейшего варианта грузинского алфавита. А в начале 420-х годов вместе со священником Бениамином Маштоц создал письменность для жителей Кавказской Албании. Вошел во вкус, как говорится. И, кстати, современные исследования подтверждают связь албанского алфавита с деятельностью Маштоца, потому что в 1996 году был найден албанский полимпсест, и этот полимпсест показал, что в основе албанского письма лежит армянский алфавит. Что касается перевода Библии на армянский язык, то она была завершена между 432 и 435 годами. В этой работе принимали участие сам Маштоц, католикос Сагак и их ученики. И я отмечу, что их ученики – это были люди, которые получили образование в Александрии, крупнейшем центре богословского образования. Во главе группы александрийских учеников стоял Мовсес Хоренаци, будущий великий армянский историк. Александрийская школа дала армянским переводчикам знания принципов научного перевода и богословской методологии. Если вы думаете, что на этом достижения Маштоца прекратились, то вы ошибаетесь, потому что параллельно с этим Маштоц создавал оригинальную армянскую поэзию – шараканы. Из его творческого наследия дошли около 130 церковных стихотворений, отличающихся глубоким гуманизмом и высоким художественным мастерством. Поистине великий человек. И почему-то, как и происходит со множеством великих людей, в последние годы своей жизни Маштоц остался практически в одиночестве. В 439 году умер католикос Сагак Партеф, и по воле Маштоца новым католикосом стал его ученик Ховсеп Вайдзореци. Маштоц посвятил 45 лет проповедованию христианства
и 35 лет распространению армянской письменности. Он скончался 17 февраля 440 года в Агаршапате в возрасте почти 80 лет. Его похоронили в селе Ошакан, которое позже стало местом паломничества. Благодаря Маштоцу V век стал золотым веком армянской литературы. Вокруг него сформировалась плеяда выдающихся писателей: Мовсес Хоренаци, Койрюн, Езник Кохбаци, Егише. Армянская письменность стала краеугольным камнем национальной идентичности. Более того, современные лингвисты называют армянский алфавит наиболее совершенным для своего времени фонетическим письмом. Сегодня великий Месроп Маштоц почитается как святой и как символ армянского просвещения, а главным памятником ему остается сам армянский язык и литература. Месроп Маштоц показал, что один человек, вооруженный знанием и любовью к народу, может изменить ход истории. Будем же продолжать его дело. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что мы все читаем. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании к видео. До встречи в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.